Друзья, перед тем, как раскрасим розу, я хочу два слова сказать о основных аспектах живописи, которые вы должны знать всегда, когда живописью занимаетесь. Должны знать теорию живописи. Есть два основных аспекта, на которых все держится. Первый – это тепло-холодность. Имеется в виду четкое отделение художником теплого света от холодных теней. Все максимально просто. Тени холодные, то есть более синие, грубо говоря. Свет теплый. Свет всегда теплее, чем холодные тени. Вот и все. Часто начинают там красить тени коричневыми, например, цветами, потому что они темные, кажутся коричневыми. Они должны быть коричневый плюс синий. То есть они всегда должны быть охлаждены синими красками. Ну, почти всегда. Разница холодных теней и теплого света зависит от интенсивности света, от его яркости. Чем ярче свет, чем более он солнечный, тем холоднее становятся тени, чтобы проявить теплость этого света. Понятно, да? Раньше было такое убеждение, что в помещении тени могут быть теплыми, а свет холодным. Знаете почему? Потому что свет такой тусклый был в помещениях, что никто не видел холодных теней. Да? Всем казалось, что они... Ну, так и было на самом деле. Грубо говоря, это так было. Сейчас появились лампы по 1000 ватт, там, энергосберегающие любой теплохолодности, и в помещении вы можете видеть холодные тени вполне спокойно. Поэтому, если где-то читаете в книжке, что раньше так было, ну, понимаете почему. Значит, тепло-холодность – первый аспект. И второй аспект, который нужно преследовать, соблюдать – это цветовой рефлекс. Помните, на прошлом занятии, когда мы, или на позапрошлом, мы обсуждали светотень, мы говорили, что существует рефлекс световой, да? Свет отраженный подсвечивает. А цветовой – это когда цвет отражается один в другом. То есть живопись, вот это слово «жизнь», ну, первый корень, да? Это оживление с помощью обмена цветов. Вот мертвый слой, потому что бесцветный, одноцветный, да, в нем нет ни живописи, никакой цветности, никакого обмена. Как только добавляется цвет, оживает. Как только начинают меняться цвета, то есть один проникать в другой, сложные получается составления, да, там каждый лепесток состоит из нескольких оттенков, тем больше оживает, живет. Вот это и есть живопись, нужно так ее понимать. Ну, на простом примере берете синее яблоко и розовое яблоко, подносите друг к другу и наблюдаете, что происходит. Розовый подкрашивает немножко бочок синего, синий остужает розовый, как будто отражается, как в зеркале в нем. Вот представьте, что все зеркальное на вашей картине. И один цвет, как в зеркале, отражаться будет один лепесток, другой листик в лепестке, лепесток в листике. Естественно, синий будет синить немножко плоскость, на которой он находится, а розовый будет нагревать ее. Вот это и есть рефлексы. То есть вот это рефлекс, и это синий рефлекс в розовом. Вот этот участок и есть цветовой рефлекс. И живопись – это постоянное наблюдение за этим обменом и постоянное выявление. Художник должен раскрывать многообразие этих рефлексов. Говорить на языке живописи, значит говорить на языке цвета. Вот приходите вы в галерею, видите картину, натюрморт, особенно это хорошо демонстрирует, который весь такой цветной, там лимоны с красными боками бывают, знаете, мазок красного в лимоне. Вы подходите, ну, как бы лимон же желтый, да, мы же это знаем, мы же его присваиваем мозгами уже давно желтый, по умолчанию. А в реальных условиях художник не пишет лимон, он раскрывает живописный аспект вот этой среды всей, он показывает обмен.
как лимон существует рядом с красным яблоком, допустим. И вот нам-то чем нравится натюрморт? Тем, что он такой весь цветной собрался и подружился, и обменялся, да, этими рефлексами. Вот это живопись, вот это вот и красиво, вот это и хорошо, и это хочется нарисовать. Если мы будем красить лимон желтым, а яблоко красным только, мы никогда не передадим живописности вот этой, да, не передадим впечатления. Поэтому нам нужно наблюдать за этими оттенками и стараться как можно больше это многообразие построить. В нашей картине нет таких сложных обменов, но все равно у вас есть красная роза, которая чуть-чуть будет влиять на листья, совсем незаметно, а листья могут влиять на нее, на плоскость, на цвет фона, делать его теплее. Видите, вот здесь немножко он розовый. Вот об этом нужно помнить, потому что сейчас мы возьмем краски и будем, ну грубо говоря, раскрашивать. Да? Так вот, раскрашивайте с обменом. Представляете, где еще этот красный будет влиять. Вот и все, друзья, вот и вся живопись. Если вы этим овладеете, то предметность не играет такой большой роли, как живопись-то беспредметной может быть. Да? Живопись может быть абстрактной, может быть осень без осени, без деревьев, в смысле без листьев, может быть, и впечатление будет передано, живописный аспект будет передан.